Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте поговорим о мастите коров и его лечении, а вернее о лечении субклинической формы мастита, то есть формы, с которой начинается мастит и которая впоследствии, если ее не лечить, переходит в более тяжелую форму, которая и лечится потяжелее, и последствия потом более серьезные, а иногда и необратимые. Тема эта всегда очень актуальная и важная. Важное, потому что данное заболевание встречается очень часто у коров. А почему, спросите вы? Да потому что коровье вымя – это нежнейший орган, который очень интенсивно эксплуатируется, и любое нарушение технологии содержания, выращивания, доения, кормления может привести к ее воспалению, то есть к маститу. Существует очень много причин, которые вызывают мастит. Коровье заболеть маститом – это все равно, что болезненному ребенку заболеть насморком в холодную погоду. Причин возникновения мастита очень много. Но как видим, что практически все они зависят от деятельности человека. Поэтому профилактика дает колоссальный эффект в недопущении возникновения маститов. Об эффективной профилактике мастита я вам расскажу в одном из своих последующих видеороликов. Поверьте, профилактика – это намного проще и дешевле, чем потом лечить мастит. А сейчас хочу привести такой пример. У меня родители всю жизнь держали корову в селе. На протяжении лет 20, только на моей памяти. Понятно, что это была не одна корова, а за эти годы сменилось их очень много, до десятка, так уж точно. Так вот, мастит дома мне и не пришлось лечить, а те пару случаев, не больше, которые и были. Таких причинами были механическое повреждение вымени другими коровами на пастбище. И отсутствие мастита было благодаря хорошему уходу за коровой. Но для того, чтобы такая ситуация была, то вся семья, что называется, рано вставала и поздно ложилась. Это говорит о том, что правильное содержание коровы позволяет минимизировать случаи возникновения мастита практически до нуля. Но если мастит все-таки возник, то лечить его надо чем раньше, тем лучше. А начинается мастит, как правило, с субклинической формы. И если вовремя не начать лечение, то эта форма мастита, которая сначала незаметна глазу, может быстро перейти в самую тяжелую форму, например, в гнойно-катаральную. И последствия будут потом необратимые и для здоровья самой коровы, и, конечно же, для ее продуктивности. Субклиническую форму, то есть форму, которая визуально практически еще не проявляется, обнаруживают по едва заметным признакам. Появляется такая водянистость молока, может появиться легкая розоватость молока. Если молоко от коровы, у которой есть субклинический мастит, потереть между пальцами, то вы можете почувствовать небольшую такую ослизлость, что говорит о повышенном содержании соматических клеток в молоке. Вымя, возможно, будет немножко покрасневшим, возможно, будет небольшая болезненность в определенных участках вымени. То есть на начальной стадии заболевания эти признаки практически незаметны. И уловить начало заболевания может или опытная хозяйка, если корова содержится в частном секторе, или опытная доярка, если это ферма. На промышленных фермах в обязательном порядке молоко от всех коров один раз в месяц исследуют на субклинический мастит. Для этого используются специальные тесты или аппаратура. Итак, определили, что субклинический мастит есть. Теперь начинаем его лечить. Существует очень много схем лечения маститов. Давайте рассмотрим, а какую же схему выбрать лучше всего в современных условиях. В этом вопросе самое главное определиться, что мы понимаем под словом «лучше». Сегодня под словом «лучше» мы рассмотрим подходы, позволяющие вылечить мастит как можно быстрее, с наименьшим количеством труда и как можно подешевле. Можно, например, лечить дольше, но дешевле. Можно и наоборот, быстрее, но дороже. Практика показала, что лечение мастита коров должно быть комплексным, то есть совместно должны применяться методы этиотропной и патогенетической терапии. Теперь более понятно. Этиотропная терапия – это метод применения терапевтических средств, направленных на устранение или ослабление этиологического фактора, то есть причины, вызвавшей болезнь.
Следует помнить, что мастит – это инфекционное заболевание, которое возникает из-за попадания в молочную железу различной микрофлоры, которая есть в окружающей среде. Это может быть все что угодно. И стафилококки, и стрептококки, и кишечная палочка. В общем, в очаге заболевания может встретиться все, что есть в окружающей среде. Для уничтожения микрофлоры необходимо применять антимикробные препараты. Эти вещества применяются или внутримышечно, или внутрицистернально. На начальной стадии достаточно внутрицистернальное применение. Антимикробных препаратов сейчас очень много, и выбрать есть из чего. Самый главный принцип применения антимикробных препаратов – это знать чувствительность микрофлоры к антимикробному веществу. Если вы не очень часто используете на ферме антимикробные вещества, то вероятнее всего, что в данном случае подойдет любое, самое простое антимикробное вещество. Главное, чтобы вы были уверены в его качестве. Не применяйте неапробированные препараты сомнительного качества и неизвестного производителя. А если вы часто используете антибиотики или какие-то другие антимикробные препараты у себя на ферме, то лучше перестрахуйтесь и обязательно проверьте чувствительность микрофлоры к ним. Это будет лучший вариант, и вы будете осознанно применять их. Из всех возможных препаратов я бы посоветовал выбрать те, после применения которых молоко разрешается применять в пищу максимально быстро. Вот это и есть тиотропная терапия, которая нацелена на эрадикацию или удаление возбудителя заболевания. Антимикробных препаратов сейчас настолько много, что перечислять их просто не имеет смысла. Также можно и необходимо при этом провести и патогенетическую терапию, которая направлена на коррекцию нарушенных функций органов, нормализацию обмена веществ, повышение неспецифической резистентности и иммунной реактивности организма. Сюда относят применение веществ, применяемых для нормализации обмена веществ, таких как глюкоза, витамины, гормоны, гепатопротекторы, аминокислоты, плазмозамещающие растворы и много еще чего другого. Также в этом методе применяются различные новокаиновые блокады, которые очень часто применялись раньше. Сейчас уже их применяют достаточно редко, так как появились другие современные лекарственные вещества, позволяющие достичь таких же результатов. Новокаиновые блокады – вещь достаточно эффективная. Сам неоднократно применял их, особенно блокаду по Логвинову в надвыменное пространство. Но это достаточно трудоемко и занимает много времени. Ой, да, много чего можно применять при этом типе терапии. К средствам патогенетической терапии можно также отнести иммунозамещающую, иммуностимулирующую терапию, рефлексотерапию и другие виды терапии. Все это можно применять, и все это в некоторых случаях находит применение, но это требует и времени, и денег. В лечении субклинического мастита коров, как, впрочем, и при лечении других заболеваний, все зависит от конкретной ситуации и экономической целесообразности. Я вам дал наиболее распространенную и эффективную схему, позволяющую полностью избавиться от мастита. Ведь в современном мире все делается по принципу, как в военных условиях. Навести на цель, выстрелить и забыть. А после выстрела оружие уже само отследит цель и поразит ее, как бы там она ни пряталась и не защищалась. Вот точно так же и при лечении маститов. Требования такие, что применил препарат и фактически забыл об этом случае, но результат должен получиться на 100% успешным. Время сейчас такое, что времени совсем нет ни у кого, и оно стоит дорого. Мне, например, очень нравится схема, которая всегда дает отличный результат. Это введение внутрицистернально антимикробных веществ согласно инструкции по применению и где-то трехкратное внутривенное введение глюкозы с хлористым кальцием и каким-нибудь стимулирующим веществом, например, с кофеином бензоата. Плюс при этом очень хорошо вводить и витамины внутримышечно. Эффект всегда получается супер, но сколько же времени на это идет? Ужас! И чтобы это делать, то надо уметь делать внутривенные инъекции корове. Как правило, это может сделать только опытный специалист с ветеринарным образованием. А ввести внутрицистернальное лекарство или внутримышечно может любой, даже неподготовленный человек. Понятно, что назначение лечения должен сделать ветврач.
Лечится субклинический мастит достаточно легко. Самое главное, чтобы вы его вовремя диагностировали. И чтобы вам повезло, чтобы возбудителем мастита не был золотистый стафилококк, который лечится очень тяжело. Но он, к счастью, встречается не так уже и часто в общей массе маститов. В следующих видеороликах мы обязательно рассмотрим, как бороться и с этим зверем. На этом у меня все. Здоровья вам и вашим коровам. Всего вам доброго и до новых встреч!